Друзья, хотите завести себе необычного питомца? Конечно! Тогда почему не присмотреться к потомку медведей? Существу, которое обожает мыть свою еду, и не только. Возможно, он вам и посуду помоет, и белье постирает. Встречайте енота-полоскуна. Или американского енота, который 100% полюбит вас. Ведь все потому, что он точно знает, у вас наверняка есть еда. Еноты – удивительные и крайне умные животные, которые своим милым, но слегка хулиганским характером покорили людей по всему миру. Их, правда, порой ассоциируют с хитрюгами и мелкими воришками из-за пристрастия к беспринципным поискам еды, не признающим границ. Их не остановит ни дверь, ни замок на ней. А всего к роду енотов относят 3 вида. Енот-полоскун выделяет 22 подвида, самый известный вид и, пожалуй, самый распространенный. Именно его часто можно встретить рядом с человеческим жильем, где он не прочь порыться в мусорных бачках. Енот-ракоед обитает в Центральной и Южной Америке и получил свое название за любовь к поеданию крабов. Этот вид меньше контактирует с человеком, предпочитая заболоченные районы и реки. И косумельский енот – эндемик мексиканского острова Косумель. Он находится под угрозой исчезновения из-за ограниченного ареала и человеческой деятельности. В семействе же енотовых 6 родов с 13 видами. Родственниками енота являются насухи, кинкажу, алинга и какомицли. А еще есть енотовидная собака, но он вам не енот, а собака. Ищите видео про интересных животинок на канале. Первые енотовые жили в Евразии, откуда через существовавший некогда соединявший их перешеек попали в Америку. В Старом Свете после этого вымерли, не выдержав конкуренции с виверовыми, занявшие аналогичные экологические ниши. Да, еноты – ближайшие родственники куниц и медведей. Настоящие же еноты произошли из Северной Америки, где обитали уже миллионы лет. Их уникальная линия начала формироваться около 25-30 миллионов лет назад, когда предки енотов отделились от общего предка с другими плотоядными млекопитающими. Северная Америка с ее обширными лесами, реками и разнообразными ландшафтами стала идеальной средой для этих животных, которые изначально приспособились к жизни в лесных и прибрежных районах. Еноты развили несколько уникальных черт, таких как удивительная ловкость, ночное зрение и очень чувствительные пальчики, что позволило им эффективно добывать пищу в самых разных условиях. Интересно, что первые енотовые существа обладали более примитивными чертами и, возможно, выглядели ближе к маленьким медведям. Со временем, благодаря природной гибкости и адаптивности, еноты начали продвигаться в Центральную и Южную Америку. В Центральной Америке они эволюционировали в несколько уникальных видов, таких как крабоед, который приспособился к влажным и болотистым местам, питаясь крабами и другой речной добычей. Еноты, обладая ловкими лапами, довольно высокой когнитивной способностью и способностью к манипуляциям, стали своего рода экспериментом эволюции в плане адаптивности и хитрости. В определенном смысле их можно считать параллелью обезьян в мире плотоядных, так как они смогли освоить не только природные пространства, но и успешно приспособиться к жизни рядом с человеком. Еноты и енотоподобные млекопитающие образуют интересную группу среди хищников. Их генетическое происхождение остается предметом изучения, и ученые продолжают дебаты о том, к какому именно семейству они ближе всего. А теперь поподробнее именно про енота-полоскуна, типичного представителя своего вида. И начнем мы сразу с интересного, то есть названия. Знаете, почему енот-полоскун так любит чистоту? Эта врожденная реакция вовсе не такая милая, как вам покажется. Енот, полоща свою добычу в воде, немного ее притапливает, то есть фактически заполаскивает ее до смерти. К примеру, найдя грызуна, енот относит тушку к воде и начинает вымачивать его, чтобы проверить, готов ли он к употреблению. Под водой грызун обязательно выдает свое притворство. Этот момент как
как раз и является веской причиной полоскания еды. К тому же еноты обычно добывают пищу на берегу водоема. Пойманная дичь часто оказывается испачканной в песке и грязи. Чтобы отделить еду от неприятных для ее величества примесей, енот прополаскивает ее. Но вернемся к физиологии. Енот-полоскун – это всеядное существо, которое великолепно приспособилось к соседству с людьми. Несмотря на то, что енот больше любит погреть свое пузико под вашим одеялком, он вполне неплохо освоил западную часть России, где начал третировать всю местную флору и фауну. Приручаемость и милота енота снискали ему славу и вечную защиту. И неудивительно, енот-полоскун ростом с кошку, длина тела до 60 см, хвоста до 25 масса до 10, лапы короткие, с настолько развитыми пальцами, что следы похожи на отпечаток человеческой ладони. Енот может передними лапами захватывать и удерживать почти любые предметы. Енот-полоскун изначально имеет прописку в Северной Америке, а в Евразию его завезли фашисты. Да-да, главный лесничий Третьего Рейха Герман Геринг приложил руку к их появлению в Германии, откуда они благополучно сбежали во время войны во Францию. Кстати, в России им почему-то сильно полюбился Дагестан, наверное, из-за гостеприимности местных. Енот – животина ночная, поэтому днем он сопит в две дырочки в дуплах деревьев, реже отжимает квартирки у барсуков. Да, енот-полоскун ловко лазает по деревьям. Очень цепкие пальцы позволяют ему висеть, зацепившись за сук, или спускаться по стволу вниз головой. Благодаря прекрасному ночному зрению и вибрисам енот уверенно передвигается даже в полной темноте. Аж бегом. Наш полоскун – единственный представитель семейства енотовых, который на зиму засыпает, хотя сон у него не глубокий и прерывистый. В крупных дуплах на зимовку собирается иногда до 10 енотов. Как мы уже говорили, енот всеяден. Весной в начале лета он сидит на белковой диете, постоянно полоская в воде трупики лягушек, змей, ящериц, грызунов и даже птиц. Во второй половине лета и осенью он предпочитает перейти на травку, орешки и корешки. Моющий енот, как называют его японцы, хотя и не барсука так называют, большую часть информации об окружающей среде получает с помощью осязания. Если еноты живут поблизости от людей, они охотно роются в мусорке в поисках еды или не брезгуют даже взять ее прямо с рук. Хотя с дикими енотами контакта лучше избегать, ибо они могут заразить вас очередным вирусом. При этом самому ему на вирусы будет все равно, потому что иммунитет у него, дай бог, каждому. Врагов в природе у енота предостаточно. Почти любой хищник считает своим долгом попробовать толстенького енотика на вкус. Но он вам не енотик, и поэтому решил держаться вблизи людей. Еноты настолько ловко адаптировались к жизни в городах, что стали настоящей головной болью для жителей некоторых районов. Их способность проникать в мусорные баки привела к тому, что в некоторых странах начали выпускать специальные антиенотовые баки. И все это благодаря интеллекту. Еноты обладают превосходной долговременной памятью. Они могут запомнить пути к еде или укрытию на протяжении нескольких лет. По интеллекту они не уступают некоторым приматам и способны решать сложные задачи. Еноты общаются с помощью звуков и имеют репертуар из более чем 50 различных криков и щебетаний. Они могут мурлыкать, шипеть, рычать и даже болтать друг с другом. Особенно, когда дело касается детенышей. По характеру этот зверек активен, очень любопытен, драчлив, смелый, хитер. Но на воле полоскуны живут не более 5 лет, а в домашних условиях доживают до всех 20. Гон по любви у енотов начинается в феврале-марте. В это время самочки часто устраивают смотрины. К ним может прийти несколько самцов, которые будут бороться за ее внимание. Самка выбирает самого сильного и настойчивого самца, что гарантирует потомству наибольшие шансы на выживание. После спаривания самочки и самцы расходятся. Еноты не создают постоянных пар, и забота о потомстве полностью ложится на плечи матери. Беременность у енотов длится примерно 65 дней. Самка приносит 3-6 детенышей, которые открывают глаза на 20-й день. В возрасте 4-5 месяцев молодые еноты уже становятся самостоятельными, а семью готовы заводить уже через год. Ну а теперь о том, что вас ждет, если вы заведете этого пушистого полоскуна душегуба дома. В первую очередь следует помнить, что енот – ночное животное, и даже если он рожден в неволе, инстинкты берут свое.
Поэтому не удивляйтесь, когда на утро увидите дом вверх дном и мирно спящего енотика посреди этого хаоса. Хотя вряд ли он останется на месте преступления, а домашние еноты обожают спать под одним одеялом со своим хозяином. Впрочем, как и их дикие братья. В Северной Америке известно огромное количество случаев, когда дикий енот забирался в дом, опустошал содержимое кухонных шкафов и забирался спать в кровать к хозяевам дома или к детям. Можно легко представить реакцию людей, которые просыпались утром и находили такой приятный сюрприз. И дикие, и домашние еноты обожают людей. В этом нет ничего удивительного, ведь у них много еды и воды, а с помощью своих волшебных ручек они с легкостью открывают банки, бутылки, шкафы, водопроводные краны и двери. Особенно им нравится открывать краны с водой. А еще еноты отличные актеры. В процессе эволюции они переняли у опоссумов идею притворяться мертвенькими, если нет возможности убежать или спрятаться от врага. Кстати, видео о опоссумах тоже есть на канале. Это весьма умные, хитрые и мстительные существа. Их IQ немного ниже, чем у обезьяны, что помогает им решать простые задачи. Они предпочтут убежать с поля боя, но вернуться и отомстить. Так что спать вы будете очень чутко после того, как заведете дома этого разбойника. А вы бы хотели рискнуть и завести енота дома? Пишите в комментариях. А для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, можете перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!